Привет, друзья! В этом видео мы разберем работу с цветом для вот такого вот туманного пейзажа. Очень частая ошибка новичков, работая с пейзажем, не учитывать освещение, не учитывать там атмосферные явления, брать какие-то стандартные цвета, не смешивать их и пытаться за их счет решить пейзаж с нестандартным освещением. Давайте сегодня поработаем вот с таким референсом, туманным, немножко приглушенными цветами, для того, чтобы мы научились подбирать как раз сложные цвета и оттенки. Давайте с вами начнем с неба. Мы здесь будем обращать внимание не только на абстрактные цвета, но и на то, как ведут себя акварельные пигменты. У нас в небе присутствуют желтые, оранжевые, вплоть до красноватых цветов и где-то часть синеватого неба. Для того, чтобы у нас в небе не получалось зелени, нам очень важно избегать того, чтобы желтый смешивался непосредственно с ультрамарином. Это чисто технический момент, я уже забегаю вперед. А в целом я проговорила цвета, которые есть. Они могут один переходить в другой. Здесь есть такой более яркий момент в центре, где как будто бы солнце прорывается через вот эту вот дымку. И теперь давайте обратим внимание на плотность цветов, которые мы будем использовать. У нас есть желтый, у нас есть оранжевый, у нас есть красный цвет и есть синий. Я здесь использую ультрамарин. И после того, как вы попробовали свести эти цвета вместе, посмотрели, как они друг с дружкой взаимодействуют, давайте попробуем поиграть с насыщенностью. Сделайте растяжку цвета от самого яркого к самому светлому. Вот всех этих трех цветов. Желтого, оранжевого, у меня здесь кадмий оранжевый, и из красных у меня здесь тициановый цвет. Но это просто те цвета, которые у меня есть. Они могут быть на самом деле любые. Вы можете карминовые использовать. Просто в зависимости от того, какие цвета вы возьмете, если вы вот такой вот эксперимент проведете, вы уже будете видеть, как вам с ними работать. Вот три цвета, которые у нас в теплой гамме в небе, и рядышком делаю то же самое с ультрамарином. В идеальном варианте здесь, конечно, подождать, пока эти растяжки высохнут, но я не хочу тратить на это время, мне и так это видно. Видно именно что для того, чтобы у неба получилась единая колористика, та, которая мне нужна, мне вот из этой градации ультрамарин нужен где-то вот в середине, да, вот этой растяжечки, а красный, оранжевый и желтый нужны вот прям в крайнем минимальном своем значении. То есть минимальное количество цвета, можно даже еще как бы слабее их брать, чем я их здесь взяла. Здесь уже там внутри этой растяжки не хватило места. Желтые, оранжевые и красные цвета, как правило, большинство из этих цветов, они гораздо более яркие и более насыщенные, чем цвета, чем ультрамарин и многие другие синие цвета. Учитывайте это, когда будете рисовать, чтобы у вас не было такого, что у вас в глаз бьет яркий желтый, а ультрамарин там где-то будет теряться. Теперь давайте поговорим про горы. В горах я буду использовать смесь ультрамарина и кадмия оранжевого. У Невской палитры кадмий оранжевый дает с ультрамарином идеальный оттенок. У меня кадмий оранжевый от Рембрандт, просто потому что он был в доступе, была возможность его приобрести, и он немножко зеленит, поэтому я в свой кадмий оранжевый добавляю немножко красного. Если вы используете кадмий оранжевый от Невской палитры, этого можно не делать. Вот. И дальше я свожу два этих цвета, и у меня получается как бы такой градиент от более синего к более такому коричневатому цвету. Попробуйте это сделать. После этого этот градиент можно еще размыть снизу для того, чтобы не только по цвету
получился градиент. Ну и по тону мы посмотрели, как эти смеси, они там между собой уже там могут разделиться, распределиться. Какие получатся оттенки в меньшей насыщенности, какие в большей насыщенности. И потом из этого градиента мы можем посмотреть, какие цвета где в горах нам нужны будут. И вы видите, что в горах есть разные оттенки. Они отличаются и по тону, и немножко отличаются по тепло-холодности. Например, гора, которая находится слева, она чуть более теплая за счет того, что там попадают солнечные лучи. Горы, которые находятся справа, они там различаются по тону, но, например, дальняя, мне кажется, более холодной, то есть в ней как будто бы больше ультрамарина, а ближняя просто более насыщенная. И дальше из вот этой вот растяжки, которая у нас получилась, можно выделить цвета, которые мы будем использовать уже в нашей итоговой готовой работе. Можно попробовать сделать вот такого плана небольшие набросочки для того, чтобы попробовать на практике, как цвета будут выглядеть. И вот смотрите, я себе набрасываю 2 горы, условно, одну вот правую, более темную, другую левую, более такую теплую. И смотрю, какие цвета вот из этого спектра, который у меня получился, мне подходит. То есть где-то вот в середине, довольно насыщенный по тону, будет цвет у правой ближней горы, более светлый по тону и, может быть, чуть более теплый цвет для левой горы, еще более теплый, почти оранжеватый в верхней части. Эти оттенки можно еще на рисунке потом варьировать, но уже сделав вот такую маленькую выкраску, вы чуть лучше будете понимать цвет и понимать, какие оттенки у вас по итогу получатся. Теперь давайте посмотрим на травку. По ощущениям она кажется чуть более зеленоватых оттенков, но все-таки она не зеленая, ни в коем случае не зеленая. Она охристая, она где-то тоже синих, голубоватых оттенков в тенях. Просто они чуть более зеленоватые. Поэтому здесь, как вариант, можно, например, использовать уже охру, смешанную там с оранжевым, можно там с капелькой красного, чтобы получилась вот эта вот рыжинка в траве. Проделываю тот же самый прием, то есть я беру тот же ультрамарин, с правой стороны ставлю охру, смешанную с оранжевым, и там где-то еще немножко красного примешиваю, и делаю такую вот растяжечку для того, чтобы подобрать цвета и оттенки под траву. И потом уже экспериментирую, пробую, как они между собой будут сочетаться, насколько мне они нравятся. Если у вас с первого раза не получилось подобрать точно там цвета и оттенки, не жалейте времени на то, чтобы сделать это еще раз, попробовать какие-то другие вариации цветов. Чем точнее вы в наброске подберете цвета, тем легче вам по итогу будет работать с чистовым листом. Вы сможете более спокойно чувствовать себя, работая по мокрому, не суетиться в поиске цвета, потому что приблизительно цвета у вас уже подобраны. Более подробный урок с разбором техники, которую я использую в этом пейзаже, вы сможете найти на моем канале Boosty и Patreon. Если вам было полезно это видео, не забывайте ставить лайк, пишите в комментариях, какие цвета вы взяли бы для такого пейзажа. Если вы рисовали по этому видео, присылайте ваши работы в Telegram или отмечайте меня в Инстаграме. До встречи в следующих видео. Пока!